как обычно. Каждый раз время побольше собирают. Конечно, формата подкосили, но должно получиться. Hey everyone. И тем временем у нас This is Catechumen. Before we get started, I want to say thanks to everyone наконец-то who's watched and donated so far. And I want to try to help out and do everything I can to meet our goal of $100,000 for Alzheimer funding. So I just want to announce that I'll be matching any donation that comes in with 5 of my own dollars. So for every donation that comes in, I'll donate 5 of my own. Игра So let's raise some money and Catechumen. meet our goal Катехумен, for правильно. $100,000. Катехумен — это вообще, что это значит? Это христианский ученик, который от учителя, скажем так, перенимает христианскую мудрость. И мы уже начали. Итак, эта игра — это христианская игра. Причем это одна из самых дорогих христианских игр. На нее было потрачено около 830 тысяч долларов, но она провалилась, и в итоге студия обанкротилась. Сама игра про то, что мы должны в Древнем Риме спасти нашего сенсея, учителя, который учит христианской мудрости, вызволить его из римского плена от гнусных римлян, которые одержимы сатаной. Ранее у нас играет на сложности Impossible, и на этой сложности, как вы понимаете, враги бьют очень больно. Сейчас пока ранее просто у нас собирают ключи, чтобы открывать двери, чтобы продвигаться дальше по локации. Они даже не то чтобы нас типа бьют, они нас пытаются схватить, арестовать. Да, они нас хватят из-за того, что это все-таки христианская игра. И первый раз у нас игра крашнулась, знаете. Но ничего, это у нас еще часто будет. Нечего тут удивляться. Из-за того, что это игра христианская, здесь нету никакого прям такого насилия. Враги нас не убивают, а так просто забирают в заложники, скажем так, хватают, а мы их не убиваем, мы их обращаем в веру. Но сейчас мы пока ничего не можем сделать, потому что у нас нет оружия. Нам его нужно будет взять у ангелов. До ангела сначала нужно дойти. Движок, кстати, для этой игры, он оригинальный, Genesis 3D. То есть это такой специальный движок для таких игр подобных. Подобные, скажем так, подобные этой. Да, оружие, чтобы обращать веру. Да, конечно, некоторые текстурки прям вообще фотореалистичные довольно. И смотрите, как много, какие настройки разрешения можно ставить. Да, ну, раннер меняет resolution, ну, разрешение экрана, потому что на маленьком разрешении игра начинает настолько быстро, скажем так, проигрываться, что она может крашнуться, и поэтому во время диалогов он будет возвращаться к нормальному разрешению, и он берет первый меч. Это у нас... Что это у нас за меч? Нам нужно сейчас выстрелить, чтобы я понял, что это за меч, потому что их тут несколько. О, кстати, у нас проходит в дверку. Игра крашится, найс. Ну, это именно меч, насколько я понимаю, это Drill Sword. Он стреляет у нас лазером красным. Вот, и как вы видели, да-да-да, это он. Вот, он у нас обращает как бы веру. Как вы можете видеть. Okay, so they actually take extra hits, and that's going to cause a little bit of a route change, because on fledgling, the easy difficulty. На секции с коробками. Опять же, нам нужно подбирать кучу ключей, чтобы продвигаться дальше по локации. Раннер довольно сейвово играет, потому что все-таки сложность такая, что хватить могут и очень быстрые, и нужно именно каждого противника так вот аккуратно обходить. И у нас, в принципе, пока ничего такого не происходит, поэтому у нас есть время для донатов, собственно.
Ну, Гулден, прошлая игра от этого разработчика тоже христианская, и она имела коммерческий успех даже. То есть тут... Ага, и у нас снова краш. И у нас... И поэтому надежды как бы были, что прошлая игра серии подобной стилистики, она как раз-таки имела успех, и решили, собственно, сделать не продолжение, а похожее. Thank you. Okay, nice. I got the Roman boost. This guy is on his knees in front of this door. Так, и мы бабузим модельку римляна, чтобы забрать ключик. Еще забавный момент, когда римляне обращаются в веру, остаются у них хитбоксы, и они иногда могут на узких коридорах мешать, вот как сейчас, например. Да, игра, конечно, заслуживает уважения. Ну, стоит сказать, что тут еще используются такие классические спидтехи для старых таких шутанов. То есть, например, диагональное передвижение. Да. Вот тут есть кнопка увеличения. Ну, чем-то игра Quake напоминает, конечно же. Такими же коридорами. Но механика передвижения, конечно же, отличается. Ну, такая дефолтная кривая обратилка. Причем прыжок нас замедляет еще. Ой, я сейчас сранер пробирается через тяжелую какую секцию. Ага, и вот у нас, получается, первый, насколько я понимаю, встреча с ангелом. Ну, вот будет сейчас, да. И этот ангел нам даст... Этот ангел нам даст Lightning Sword. Это аналог, я даже не знаю, скана из Unreal Tournament или из Quake. Также он наносит такой постоянный урон по врагам. И при этом он еще дамажит врагов, находящихся рядом с стрельбой, скажем так, в радиусе. И он нам поможет очень сильно для убийства большой группы врагов, скажем так. And they'll just not drop their sword. And sometimes that's actually tied to like a door opening, so you'll just soft lock the game. So technically, Чудесный двойной меч. like a required sword to Да. get. Как, знаете, в тех вот We're gonna need a lot of armament. фильмах, короче, где два пистолета спаянных. Кстати, да, похоже. Только тут он еще и в веру обращает, то есть вообще. Ну, в 2 раза лучше, кстати, он умер. Какой-то Константин. То есть не умер, но... Да, это опасное положение. Вот эти враги, они довольно жирные в плане хп и веры, скажем так, что нас заменяет полоску хп, она мало осталось, но благо аптечки тут есть. Вера не справляется. Тут у нас есть секция с лестницами, которая тоже не очень приятная. Пока никаких особых прям скипов не будет, но когда мы получим аналог ракетницы, то уже будут всякие рокет-джампы. Так что запаситесь терпением. Ходим глубже в катакомбы. До встречи с следующим ангелом. Ну, конечно, в мире, в котором существуют такие игры, как Doom, должна была выйти, так сказать, в оппозит нему какая-нибудь. Да, должен был выйти антипод. Максимально христианская игра, так сказать. Чисто бесогон от мира видеоигр. Да-да-да. Это точно. Прям всякие манускрипты, это нам не особо нужно. Ну, это скорее нужно только для того, чтобы дальше проходить по игре. Открывать другие проходы, двигаться дальше. Святых гранат тут нету, конечно, но... Да, тут только единственное оружие — это мечи. Главное, чтобы тут еще кролика, как в Монти Пайтоне, не было. Это вообще было бы страшно.
Сейчас должен быть уже скоро еще один ангел, насколько я понимаю. Да-да-да. Вот у нас ранее разрешение менять. Ага, вот он. Once Romans looked to expand their empire here, but they were driven out by demons who even now spread their corruption. Use your wits to utilize the unique Раннер там, походу, со своей кружкой из дома приехал на ивент. evil here. In the name of the risen Так, это скипетр Соломона, я так понимаю. Сейчас выдадут раннеру. А это у нас аналог пулемета. А, не-не-не, извините, ошибся. Это, скажем так, улучшенный дрил сорт. Он стреляет в 3 раза сильнее, чем... Так, вот у нас скип. В общем, скиптер Соломона стреляет в 3 раза сильнее, чем изначальный меч, который мы подбирали. Скажем так, улучшение. Что будет дальше? Мы еще несколько оружий подберем, чтобы они нам помогли в битве с финальным боссом. I just vanquished him. He's dead. Don't listen to him. So. Ранее, кстати, пока очень хорошо проходит. Краш в игре было довольно мало, и его не сильно душили мобы. Так. И новый ангел к ним приходит, и это... Так, очертаниями это напоминает, что это за оружие. Три репитер. Но вот это как раз то, что я говорил ранее, это аналог пулемета. Жесть, конечно, прист с руками-базуками чисто. Да-да-да. Вот это вот 3 репитер, он наносит мало дамага, но при этом тратит очень мало патронов. Поэтому, в принципе, тоже оружие довольно мощное. Да, конечно, после просмотра этого спидрана сразу захочется в церковь сходить. Да. Свечку поставить. Пока игра еще держится хорошо, то есть нет пока каких-то потерянных текстур там и так далее, что будет на последнем уровне. Кстати, какие же лестницы дурацкие. Да, лестница это, конечно, чисто путь настоящего христианина. Смотрят, так сказать, наш спидран в церкви, то, во-первых, поставьте свечку за колени раннера, а во-вторых, выключите телефон в храме, вы что, офигели? Люди, которые делали эту игру, явно и не на компьютере делали. На чем-то другом. По паяльникам, так сказать, Да-да-да. на жестком диске программировали. Вместо канифоли святая вода. Это точно. Ну, это объясняет то, что на последнем уровне практически там половина текстур отсутствует, не прогружена. И это, я так понимаю, секция с Минотавром, который должен быть сильным боссом. Да, но мы его так выцепляем и убиваем. Так сказать, чтобы победить зло, надо просто стрелять из удобного угла. Поэтому добро, оно всегда побеждает зло. Ну, конечно, платформинг в этой игре, он... Вот, мы, кстати, освободили нашего учителя, скажем так, по христианской вере. Что хотел сказать, платформинг в этой игре, конечно, может дать фору всем банитрек-картам из Unreal Tournament. Настолько он тут сложный. И мы приходим к еще одному ангелу. Да, это другой ангел, и нам выдают как раз аналог Rocket Launcher. И мы его будем активно использовать как раз уже далее, чтобы перелетать в куски секций. Да, вот как этого Моисея нам дают. Да, и вот у нас тут первый Rocket Jump провалился.
So that's actually fine that I saved. The autosaves actually work in a pinch. Okay. There we go. All right. And we go back down. Nice. Получилось. Faith is a little bit in shambles, but they give you plenty of scriptures right there. And there's some armor right here. But this is a tight jump. Хорош. Okay. Хорош. Whoops, I just ran right off. Right into the lava. Okay. Тут опять по диагонали он, короче, пролетает. Чтобы дальше добраться до платформы. На лестницах мы специально пропрыгиваем. Спамим пробел, чтобы быстрее прилетать. Еще один рокет-джампом залетает. Ага, игра вылетела. Найс. Ну хотя бы мы засейвились, и поэтому ничего страшного. So now there's a little bit of navigation going on here. Are there any more donations that could be read? Indeed, we have a $10 anonymous donation. Ну, пока у нас раннер ходит по темным коридорам, казематам, подземным Римской империи, можем зачитать донаты. Just coming up later today, $260 out of 600 so far. So, still a little way to go. Сам еще одного товарища, скажем так, по вере. Okay, we're destroying his mechanism that he uses to control the mind of Romans. And if you get really lucky, there's actually like shrapnel and debris that flies off of that. Но лава не высыпается, потому что посох Моисея только воду разгоняет. На лаву как бы не прописали. В египетской пустыне вулканов особо нету, поэтому вот не учли. Позиции врагов тоже, кстати, везет. Они находятся не прямо у двери, а так чуть поодаль. Поэтому, в принципе, проходим спокойно. И у нас... Так, нет. Еще пока не новый ангел, который нам выдаст очередное оружие. А, не, да. Это у нас архангел Габриэль, который нам выдаст самое сильное оружие в этой игре. Меч Габриэля, который стреляет как пулемет и наносит больше всего дэмэджа, и при этом отдачи никакой от него нету. То есть вообще мечта любого христианина. И вот нам тут нужно решить небольшой пазл, скажем так, сыграть на органе, чтобы нам открылся проход в ад, и чтобы мы уже встретились с финальным боссом, с самим сатаной. Нет, это не БФГ, это скорее ультимативный пулемет. Да, и вот у нас тут уже артефакты некоторые. Но сразу видно, поместье сатаны. Проклятые текстуры даже не отображаются на компьютере. Ну, красивый стрейк. Да. Как будто в лестницу проваливается. Так, еще у нас будет пару рокет-джампов. Это первый. Да. А, не рокет-джамп, просто мы... Да, вот он, рокет-джамп. И теперь нужно просто чуть пройти дальше. Да, мы прошли, все отлично. И сейчас у нас будет манипуляция с финальным боссом. Нам нужно сделать так, чтобы у нас сатана не заспавнился в какой-то другой точке, а именно в начале, потому что он имеет такую мерзкую способность спавниться в разных местах, и с помощью сейф-лоудов мы можем обузить это. Да, разрешение вот меняют, чтобы игра не крашилась. И теперь мы просто его... Ну это тот самый Doom Eternal спидран чисто. Да. Свапает все пушки, кэнселит анимацию. Тут не повезло раннеру, он улетел, хотя в теории не должен был вообще. Плохой паттерн босса. Да. Закидывают вообще из всех оружий. Иногда, конечно, иногда он будет делать сейфлоуд, чтобы кэнселить атаки и респавнить босса, чтобы он там не улетал и так далее.
Ну, все как вы тернули, когда вы Да. свапаете Rocket Launcher, там, рельсу, так сказать, что там, баллисты, да, Rocket Launcher, баллисты туда-сюда. Вот он в плазму зарядил. Еще, так сказать, с гранатомета. Fantastic. Ну, Our красиво. very own Edenal has donated $25. Ну, меч Габриэля оставляется на самый конец, чтобы как бы уже добить его гарантированно. Там уже весь боезапас, так сказать, почти исчерпан, но это нормально, потому что, так сказать, игра так зараучена, что лишнее не подбираем. Да. Чисто рашим Yeah, вперед absolutely. и, I can say так that сказать, менеджментим we то, are что all raising есть. money. We've raised over Как бы истинный путь любого христианина — это терпеть лишения и, невзирая на них, идти к своей цели. Я считаю, что мы отлично с этим справляемся. Ну, в данном случае истинный путь христианина — это стрейфить по диагонали, рокет-джампить по кривым текстурам и насвапать пушек на босса. Да. And your donations are absolutely helping. So thank you to everybody who's donated. Yeah, and thank you restored everyone. our faith. Так, и у нас вторая фаза босса. Мы перемещаемся к нему в ад, на платформу, скажем так. Мы здесь собираем все патроны, чтобы хватило, как бы, и сейчас пойдем в портал. Вторая фаза чуть сложнее, чем первая, потому что он у нас делал не в коробке, а на открытой платформе, и он может все атаки спокойно на нас обрушивать. И нам нужно сейвлоудиться постоянно, чтобы их канцелить. Strong blast, you could say got chunked pretty hard. I can take like 2 or 3 of those before I really have to start worrying. And once again, it's pretty much going to take my whole arsenal. So this guy's like actually like a quarter of the run. So if there's any more donations. Ну, рак, конечно, Absolutely. Azul has donated $50. Да, он, конечно, танчит в себя весь боезапас наших мечей, поэтому... And therefore, unsurprisingly, the comment is Yeah, the Aru is like a big favorite of my chat every time that я сомневаюсь, что такая игра в категории, она есть. And finally, Orange Brutus has donated $10. No comment, but thank you so much. It's going to a fantastic cause. Yeah, thank you, Orange Brutus. I know that guy. Glad his donation got through. И, собственно, скоро у нас должно быть уже конец игры. Потому что мы уже почти вот одолели сатану. Погнали его обратно в ад. Но тут он решил затроллить нас и стал летать, что не очень хорошо. Не прокнуло нам. В идеале он вообще не должен был взлетать. Нам надо теперь уворачиваться и ждать, пока он сядет. Финальный босс-файт делал Minecraft 4 Special Edition. Точно. What? Oh, you pushed me into the teleporter. Sorry, what was that? Наконец-то. Ой-ой-ой. Ну, нормально. Сатана пропушил его в другую арену. Oh yeah, yeah, yeah. So just a Ну, чё, reminder портал не that. Честно говоря, до этого момента я даже не знал о ее существовании. So get those Но donations in. теперь мы знаем, что она есть. Okay, he's really Что-то close. There we go. All right. странно как-то. So, Телепортнул его, ну ладно. I guess И все, и у нас kind of similar. мы добили сатану. All of Тут, them кстати, можно умереть при желании, and, поэтому надо быть аккуратным. absolutely. Но игра еще не закончена, потому что сатана не так-то прост. And you can still run off. Вы сейчас все увидите. Ну, красивый эффект, конечно. So, Вот с Да. парtíклами, они И просто вот у нравятся. нас из последних сил. Ну, как бы... Он жалок. И это время. 23, okay, that's actually not too bad. And there's going to be a little bit more after this, so hang tight. I don't know. Пока можем посмотреть, в принципе, прекрасную касцену. You might notice there's a 35-minute estimate. Ну. We have a little bit of an exhibition afterwards to show off. No, does that keep it going?
Okay, whatever. It'll be Освобождаем нашего учителя и so выбираемся, скажем так. whenever you beat this game normally it'll say like well done but the impossible awaits, and they kind of tease you for kind of a reward that you get if you beat the game on impossible, and it's actually pretty tough. You notice like how hard those enemies Райнер, конечно, молодец, но ему еще повезло, потому что you get a pretty cool reward. особо мобы игра не душила, не вылетала. Kind of like dev rewards that I've seen in a game, so Да, I игра wanted to крашилась get an слишком opportunity to show мало. it off, so we'll be Раза Да. 4 или 5. 4 раза, и при этом каждый раз он делал сейв перед этим. Довольно сильно везло. Но он знает, когда типа, игра будет. Ну да, да. Поэтому And I guess the credits are It's coming up, so готов. this is actually probably a good time for me to, I guess, do my shout outs here. So shout outs to everyone who's watching, and especially everyone who donated. Shout outs to В принципе, все, у нас игра кончилась. Райнер делает последние шатауты. Rami, И следующее, что у нас будет? А что у нас будет в следующем? Подскажи, Дака. Что у нас будет? Да, что на следующее будет? Балдеж. Молодежь-то всегда. Мы кайфуем. Такой вот так давно не было оффлайн ивента. Это да, это, конечно. Приятно смотреть на эти, знаете, пустые залы, позади которых там сидит один мужик. Вот, кстати, оранжевая майка — это не Диагон, он вроде какой-то... это вот этот мужик, который гонял до этого Эликс. Да, это не Диего. Да, но он тоже, видимо, они друг друга... Ну куда Диагону, как бы, такие высокие понятия, как христианство. А следующая игра у нас будет GTA 3 от известного раннера Инглишбена, поэтому... Чуть менее христианская игра. Да, чуть менее христианская, конечно, но тоже ничего. Странно, этой борды, этой игры даже на борде нет. Ничего странного, просто как бы игру ранит один человек, значит соревновательного элемента в этом спидране вообще никакого. Конечно, многие А любят скорее шоу-кейс, чем какой-то реальный спидран. просто, так сказать, показывают вам игру. О, сейчас, кстати, да. Сейчас зал славы, так сказать, Зал славы, разработчиков конечно. Это такая вот крутая фича из старых игр. Ну, истинные христианины? Keith Cawthorn, aka Darian Sage, I guess. Michael De La Rue, Chris Hill, Dave Caputo, and of course Lucy Caputo. We have Kurt Mitchell, Roger Moreno, love this guy's mustache. We have Cleta Charles, who doesn't have a photo, so it's just kind of a person holding a sword at a wall. And then we have Dale Hurst. I'm actually really curious what this is behind him. I don't know enough to identify that, but if anyone wants to figure that out, that'd be cool. And finally, we have the big man himself, Ralph Bagley. And there's this exit sign here that will just play the credits again, but that's no fun. The first time I was here, I just like jumped around listening to the music a whole bunch, and Ну и вот эти люди, это разработчики Ralph Bagley, it looks like he's trying to give me a fist bump. Like, let's give this guy a fist bump. Let's go. You jump in, but it actually teleports you to this like village with a giant minotaur and a bunch of pigs. Чем-то это, конечно, тоже напоминает Гульмана, потому что в Гульмане после прохождения игры тоже был последний уровень. То есть эти игры с чем-то похожи. О, это Кибердемон, кстати. Да. Of the Hall of Fame, which is that there's a couple of these that you kind of like Super Mario 64 into, and we'll start with Я не franchises. знаю, насколько это похоже на что-то, это что-то, что вообще сложно. Ну это уникальная, конечно, игра. Не поспоришь. There's like a boxing ring where you can box the Minotaur, I guess, but like, come on, like Ralph already did the village, you know. Get with it, franchise. Over here, there's like a UFO, and this texture here is like the do not push button from the whatever you call it. The Какие-то секретные уровни есть. from before. So we're gonna load again. That was Конечно, franchise. сильно. We're gonna zip through Всякие
так сказать, And here we have тестовые Satan уровни, on да. a giant Да. texture that У нас says вот эти chickens, портреты the next варпают в generation. небольшие О, сценки. ничего себе. Nebula texture. Какой-то уже крутый склад. What the heck was that? Oh, he Yeah. blew his wings at me. Stop. Okay. There's like a hidden hallway up here where you can do some cool stuff. And if you zap Satan, okay, he's flying good. I don't have to worry about him for a little bit. Yeah, if you zap Satan, he'll actually die and trigger the credits again, so I don't really want to do that. We're just gonna run here. We get this little texture that says "way to go," and there's a bunch of pig oinking noises. And at the end of this hallway, we get like raptured upwards, and Это говоря, ничего вообще сказать. back to the start. So okay. Now the real one, my real Игра, one, как бы говорит сама за себя. Michael De La Rue. And this is the last one. So we're gonna hop in here. It sends you this kind of like quiet place with a locked door right in front of you, right? And it's like, well, what the heck is going on here? And I was instantly like very, interested in this one. Here there's like a giant spiral staircase, and at the top there's like a locked door. And it took me forever to find this, but if you Это не трэш-игра, это this area, you can actually see there's a tiny христианский проект. and all of these, by the way, so I asked Ralph Bagley if there's any kind of like story behind any of these or whatever, and he told me that all of them were just like strange for the sake of being strange was his exact phrase. So they're just kind of like proto-Christian shitposts, and I think they're really interesting and neat. So here we get the first key. We're gonna unlock this door. I guess I kind of gave it away by saying the first key, because this very slowly opens up and reveals a door. It's also locked. And second one is, here we go. You can see it kind of like glowing in the corner here. Zoom in. Just like zap it open. Okay. So here's key 2. Даже тир есть. The first time I got here, actually, I really could not find this one over here. Конечно, сильно. Forever. And it's the first door, right? So I was like finding these keys and couldn't find out how to use them. It was just so mysterious and cool to me. Now we have this third one here. And now finally, the last thing is up here. Let's go. And this might take me a second, so if there's maybe like one more donation. Конечно, катакомбы в этих тестовых уровнях, они, конечно, посерьезнее будут, чем... Я даже не знаю, что может сравниться с этими тестовыми уровнями. Даже не знаю. $20. Thank you very much for that. That's gone to the heroic mode incentive for Escape Game Fort Boyard. And Kelpsy has donated $5. Наверное, эти наброски даже интереснее, чем вся остальная игра. Вообще, да, нельзя не согласиться. Okay, we're just about done here. Okay, that's why I was saving in here. It's the water physics are pretty finicky. There we go. Okay, so this is the last door, and there's a very exciting reward behind here. So we're gonna wait. For the reveal. Okay, it's going. So behind Интересно даже, что там такое. Behind Michael De La Rue's bonus area is nothing. There's nothing behind it. However, if you walk all the way in here, it actually takes ничего. Нас встречает пустое ничего, но если мы войдем, то мы пойдем these guys here who в это Парфенон, что ли? Очень похоже. Very cathartic. That's it. Можем обратить их веру. Hall of Fame. I hope you enjoyed it. И это у нас, в принципе, зал славы. Мы, конечно, его не спидранили, мы просто показали, но... To raise money вот. for Alzheimer Funding and try to reach our $100,000 goal. So thank you all so much for watching. I hope you enjoyed the rest of the marathon, and yeah, thank you. All right, just before we go, I've got 5 more donations. Yeah. Someone I think has found a loophole. Ultima Zero has Собственно, вот, вся игра. Ultima Zero, thank you very much for the $5. The message reads ready. Ultima Zero has also donated $5. Я с вами прощаюсь. Ultima Zero, thank you very much. Встретимся еще в конце марафона. Следующая игра у нас будет GTA 3, и которая будет комментить Лесенко и Варис. Всем удачного марафона!
Большое спасибо тебе за комментирование, Тамид. Спасибо, что позвали. Ребята, обязательно фоловьтесь на Тамида. У тебя же даже как бы аффилиейт на Твиче.